Вітаю вас! Я Світлана. Мій сад знаходиться у Київській області. Покажу сьогодні свої троянди. Ви часто питаєте сорти. Видимо, розы в феврале лучший антистресс. Предлагаю познакомиться кратко с моими первыми 21 сортом роз. Сделаю еще несколько видео продолжения, потому что их больше 200. Расскажу кратко характеристику и свое впечатление от сорта. Более подробно обзоры сортов буду делать постепенно. Начать хочу именно с нее. Jubilee Celebration. Селекция Дэвид Остин, 2002 год. Эта роза, как бы сказать, из обязательной программы всех розоводов. Просто должна быть и все. Куст компактный, округлый, ветви почти как у всех англичанок, мягкие. Jubilee склоняет перед вами голову. Куст у меня за 2 года нарос довольно сильно. Все англичанки только на 2-3 год показывают себя. Цвет необычайно красивый, сложный, лососево-розовый с золотистым реверсом. Цветы густо-махровые, с заостренным кончиком. Цветок узнаваемый. Очень ощутимый аромат малина с грейпфрутом и лимоном. К болезням сорт довольно устойчив. Обзора еще нет у меня. Ну и вторая роза не может не быть. Golden Celebration. Также селекция Дэвида Остина 1992 года. Старший брат, скажем так. Про него и говорить особо не надо. Брат с сестрой с Jubilee. Наверное, не менее знаменито, даже более. И многими любим. Цвет желтый с медным, как бы эхом. Отлив более яркий, солнечные цветка. Лепестки также с заостренным кончиком, но мне кажется немножко меньше остренькая. Цветок также до 12-14 сантиметров, но мой Golden Celebration имеет немножко меньшие цветы, потому что он только год у меня в саду. Вообще куст будет довольно рослый, и я видела, что его ведут как небольшую плетистую розу. Ну, небольшую, до 2-2,5 метров. Кому как, кому большая, кому небольшая. К болезням устойчив, но обработки нужны. Третья роза Chanda's Beauty. Кто ее не знает? Селекция Harkness, 2005 год. Эту розу не узнать также нельзя ни по цветку, ни по уникальному аромату. Гвоздика, корица и пряности. Куст компактный, среднерослый, листва темно-зеленые. Молодые побеги чуть-чуть бордовые. Это идеальный сорт для парадной клумбы, если вы выбираете. Я ее посадила как раз на круглой большой розовой клумбе возле дорожки. Проходя к дому, мимо не пройдешь. Огромные ванильно-розовые с перламутровым свечением цветы классической бокаловидной формы, как у всех чайных гибридных. К болезням очень стойкий сорт. Стебли крепкие, огромные цветы, ни дождь, ни ветер не празднуют. Обзора этого сорта тоже пока нету. Следующая роза Августа Луиза. Селекционер Ханкс Йоген Эверс, Германия. 1999 год. Довольно старая. Назван сорт в честь графини Луизы, музы Гёте. Уникальный узнаваемый цветок имеет этот сорт огромнейшего размера, средний махровый до 50 лепестков, с рюшами.
Поразителен цвет этого сорта. Все оттенки розового, оранжевого, абрикосового и желтого. Я так в нее влюбилась, что у меня уже 3 куста ее. Куст сильно рослый, колючий, роза цветет как одиночными цветами, так и кистями. К болезням устойчива, лист глянцевый. Из недостатков большой перерыв между цветениями. Ну, может, это и не недостаток, она набирается сил. Имеет спорты. Это роза акварель, она у меня уже есть, и роза комтесса, более желтый. Мне кажется, эта роза также из обязательной программы садовода. Спорт, вы спрашивали, что такое спорт розы? Это генетическая мутация, в результате которой у растения изменяются сортовые качества полностью или частично. Селекционеры работают, чтобы улучшить. Следующий сорт Мэри Энн. Селекция Тантау 2010 или 2012 год. Как бы я не нашла точной даты. Интересная особенность сорта. Коралловые бутоны при раскрытии становятся апельсиново-абрикосовыми с розовыми внешними лепестками. Цветок довольно крупный, до 12-13 сантиметров. При таком маленьком кустике. Куст шириной до 60-70 сантиметров всего. Форма цветка чашевидная. Роза ароматная, сорт устойчив к болезням. Особенностью сорта являются невероятно колючие толстые стебли. Имеет брата спорт розы, известный как Чиппендейл. Мы сейчас ее и увидим. Правда, снимала я ее вообще мало-мало, поэтому обещаю справиться. Чиппендейл, селекция Тантау, Германия, 2006 год. Видно, что розы очень похожи, но и разные. У Чиппендейла ветви мягче, куст выше. Интересный аромат у этой розы. Манго с персиком. Роза очень медленно раскрывается, и старея цветы становятся розово-персиковые. А при раскрытии бутона более оранжевые цветки. Роза высоковатая для второго плана, куст. Следующая роза поразит ваше воображение. Мириам. Шотландия, селекция, 1990 год. Энн Кукер. Роза Мириам имеет второе название Amazing Grace. Наверное, вы слышали. У этой розы самые густо набитые бутоны. Цветок очень большой, до 14 сантиметров. Сорт ароматный. Цветет и одиночными цветами, и кистями. Форма бутона интересная, шаровидная. Сорт устойчив к болезням, и куст довольно рослый, до 1,20 м. Из недостатков: цветок не переносит дождь, сразу лепестки портятся. У меня есть обзор этого сорта, и я показываю, как можно спасти от дождя Мириам. 8-я роза Love Song. Селекция Том Керут, 2011 год. Самый лавандовый цвет у розы, на мой взгляд. Love Song и сочный, и нежный одновременно имеет вид. Куст округлый, компактный, роза цветет и кистями, и одиночными цветами. Как и все розы такого окраса, она любит ажурную тень. Красивая форма цветка, среднемахровый, слегка волнистыми рюшами. Аромат цитрусовых. Обзор этого сорта у меня есть, можно посмотреть. Следующая роза, 9-я, любимица Жанны Моро. Селекция Мейлон, 2005 год. Я о ней часто вам рассказываю, все уши прожужжала. Аромат цитрусовых и особенно аромат лимона чувствуется. Очень большой густо-махровый цветок, до 14 сантиметров.
Цветок также долго раскрывается и долго держится, поэтому кажется, что она очень долго цветет. Куст компактный, ровненький, такой сбитый, цветет до самых холодов. Этот сорт устойчив к холодам и дождю, поэтому она очень поздно заканчивает свое цветение. Может и в ноябре, если погода позволяет. У меня есть обзор этой розы. Следующая моя красавица роза Домен Дитьер. Селекция Джарди Роз, Франция, 2009 год. Шикарная французская роза, я вам скажу. Идеально для срезки в букеты, ароматная, густо-махровый цветок, туго-туго набитый лепестками, а огромный, до 14-15 сантиметров. Цвет необычный, розово-пурпурный, даже темно-цикламеновый. Растет у меня на клумбе, где все розы такого цвета. Иногда, когда погода пасмурная, можно заметить даже фиолетовый отлив на ней. Цвет ровный, в глубине темнее. Аромат пряных трав каких-то. Серединку цветок не показывает. Листва матовая, крупная. Следующая темная красавица, известная Манстедвуд. Селекция Дэвида Остина, 2007 год. Это роза призер международных выставок за роскошное цветение и аромат. В моем саду всего первый год, прошлый был. В этом пойдет второй сезон. Посажено 2 кустика. Они еще маленькие, но цвет и аромат непередаваемые. И на вид лепестки как бархатные, с более светлыми наружными лепестками. Цветок довольно большой. Кустик у меня еще не нарос, но для такого размера большой цветок. Цветет небольшими кистями. Квартированный. Довольно необычный аромат для розы имеет. Сливы, черники, ежевики, лесных ягод. Немного напоминает аромат моей розы Вайлдберри. Покажу ее тоже, если кто не видел, в следующем обзоре. Манстедвуд больше любит полутень. На солнце слегка цветы будут выгорать. Ну, посмотрим ее в следующем сезоне. А сейчас следующая темная роза. Что-то я по темным пошла. Шекспир 2000. Селекция Остин, Великобритания, 1994 год. Куст сильно рослый, у меня посажен весной 23 года. Видно, что будет большой. Имеет редкий цвет, темно-пурпурный. На солнце цвет может выгорать. Форма бутона в начале высокая чаша, а потом раскрывается цветок в большой квартированный, до 12 сантиметров. Листва у этого сорта матовая. Сорт довольно стойкий к заболеваниям, но все же надо обрабатывать все розы. По опыту знаю. Ну что, красавчик, которого вы у меня уже видели не раз. 13-я роза Тьерри Маркс. Селекция Дельбар, Франция, 2019 год. Флорибунда, довольно высокий куст. У меня больше 1,30 м. Необычный по цвету бутон при раскрытии бело-розовый, а потом, когда больше цветок распускается, появляется чернильная серединка. Необычный окрас. Роза ароматна. Грейпфруты цитрусовые. Листва глянцевая, красивая. У меня 2 куста в разных зонах сада посажено, и цвет у кустов отличается. Можно посмотреть обзор Тьерри Маркс. У меня есть. Ну и в контраст Тьерри Марксу роза Глория Дэй. Селекция Мьян довольно давно, 1946 год. Эта роза мира имеет второе название Пис. Ее цветами украшают важные встречи и переговоры.
Роза показала себя отлично. Большой цветок до 17 сантиметров. Оттенок меняется от температуры воздуха. В более жаркое время больше желтизны, а в прохладные дни розово-малиновые оттенки появляются по краю, а потом по всему лепестку. Куст компактный, но высокий. Устойчива к заболеваниям, обработки все же ей тоже нужны. Я эту розу люблю. Растет у меня в желтом розарии. 15-я роза Let Celebrate. Селекция Великобритании. Гарретс Фрае. 2011 год. Цветок необычной расцветки. Не всем такие нравятся. Махровые до 10 сантиметров с малиново-розовым или светло-фиолетовым отливом. Серебристые штрихи и заостренный кончик. А с той стороны реверс вообще необычный. И интересно то, что первое цветение, оно вот такая больше лиловая и больше штрихов, а второе цветение в августе, она какая-то малиновая, роза очень яркая. Такие заостренные кончики у нее. Прямо хочется пальчиком всегда их потрогать по лепесточку. Красиво этот сорт посадить с какими-то белыми. На контрасте, мне кажется, она будет выигрывать. Цветет большими кистями, как и все флорибунды. Аромат имеет слабый фруктовый. Куст средний, высокий, метр 20. Мне почему-то эта розочка очень нравится, хотя пестрые я не люблю. Ну что, англичанка, 16 номер, Валертон Олд Холл. Остин, Великобритания, селекция 2011 года. Моему кустику всего 1 год. Он почти не нарос, но видно, что будет куст большой. Как все англичанки, до 1,5 метров. Листва светло-светло-зеленая. Вижу, что маловато места ей, конечно, у меня тут будет. Интересный у нее цветок. Распускается сливочно-кремовым, таким желтоватым. А когда совсем распускается, открывается светло-светло абрикосово-кремовый. Роза имеет аромат миры. Цветет кистями. Размер цветка небольшой, до 8 сантиметров. Ее можно вести как невысокую плетистую. Красавица Винтерлодж. 17 номер. Селекция Роберт Лаперье, Франция, 2010 год. Это шарап. Обильно цветущий с невероятным количеством цветов. Цветы в полном распуске белоснежные, а в полураспуске кремово-зеленоватые, больше кремового. Цветы квартированные, цветет большущими кистями. Аромат средний, но я почти не чувствую аромата. Куст довольно большой, раскидистый. Можно вести как плетистую, что я и пытаюсь сделать. Она у меня посажена на арке у самой дорожки к розовому кругу. Эта роза очень нравится. Обильно цветет почти весь сезон. 18 номер. Моя София Луиза. Селекция Тантал, Германия, 2019 год. Сорт имеет международные награды. Аромат необычный, восточных каких-то цветов или, я даже не знаю, странный аромат, довольно сильный. Цветы густо махровые, квартированные, туго набитые. Цвет красивый, ярко-ярко пурпурный. Или можно даже сравнить с темно-фуксиевым. Бутоны собраны в соцветия. Цветет очень обильно, пышно, я бы даже сказала, как-то празднично. У этого сорта могут быть стрелки в сентябре. Сорт устойчив к болезням. Роза нравится.
19 номер, Бариоза, Витторио Барни, Италия, 1990 год. Роза праздник. Как только она попадает в кадр, вы всегда спрашиваете, скажите сорт. Сортом довольна. Посажено у меня уже 5 кустиков, 1 на округе и 4 в аллее у входа. Цветет невероятно пышно, вот так вот огромными букетами. Роза хамелеон. Цвет меняется по мере распуска. Лист мелкий, ярко-салатовый, аромат слабый. Роза акцент. Настоящая итальянка. Притягивает внимание. Куст довольно компактный. Ну, посмотрим. У меня есть обзор этой розы. 20-я роза невероятно яркий, красивый Анри Дель Бар. Селекция Дель Бар, Франция, 2018 год. Снимала я ее почему-то не очень много, но красивая. Огромно-желто-оранжевые цветы, как блюдца. Имеет цитрусовый аромат с манго. От температуры воздуха оттенки цветка меняются. Цветок квартированный. Размер очень большой, до 12-14 сантиметров. Куст средневысокий, прямо стоячий. В моем саду 1,5 года эта роза. Не заметить и пройти невозможно. Ну и следующая роза, на сегодня последняя, 21-я, роза Шанталь Мерье. Массад, Франция, 1999 год. Считается одной из лучших в селекции Массада. Цветок небольшой, до 10 сантиметров, цветет непрерывно, как кистями, так и одиночно. Цвет карминно-розовый. Наружные лепестки могут выгибаться наружу. Цветок также квартированный. Интересный аромат у этого сорта – анис с клубникой. Куст быстро нарастает. Этой розе моей 1,5 года. Смотрите, какая она пушистенькая. К болезням сорт устойчив. И обзор ее есть на моем канале. Можно посмотреть поподробнее. Я там больше рассказываю. Ну что, вот это все, что я хотела вам сегодня показать. Сделаю, конечно, продолжение. Роз у меня еще, видимо, невидимо. Я думаю, февральский холодный день вам мои розы украсили. Пишите в комментариях свои впечатления от сортов. И до встречи в новом видео. Всего хорошего!